Удар по F-16. Россия заявляет, что сбила украинский истребитель российской ПВО. Есть ли доказательства и как отвечает Киев? Зеленский готов к прекращению огня на линии фронта. Какие условия выдвигает Украина? Новые заявления и требования. Трамп спешит на помощь. Американский президент согласился помочь Украине. Что собирается поставить ВСУ? Детали заявления из Белого дома. В Санкт-Петербурге избили пенсионерку, которая критиковала Путина и выступала за референдум о сохранении СССР. В Узбекистане резко увеличилось количество ранних браков. В чем причина таких союзов и как власти собираются решать проблему? Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. И начнем с обстановки в украинском небе. Российские паблики уже сутки пишут о том, что в небе над Сумской областью, которая граничит с Курской, был сбит истребитель F-16. Заявляется, что дефицитный украинский самолет был поражен российской ПВО, а точнее Белгородской. Далее процитирую. Су-35С подсветил цель, а ЗРК С-400, находящийся в Белгородской области, успешно отработал по ней. При этом никаких фото и видеодоказательств и подтверждений данным словам нет. Z-паблики публикуют лишь видео пролета истребителя, как утверждается, над населенным пунктом в Сумской области. На эти сообщения уже отреагировала украинская сторона. В частности, начальник управления коммуникаций воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в своем фейсбуке написал, далее также процитирую: «Russian Propagandен снова сбили наш самолет, на этот раз F-16». Все цели сбиты. Отряды Путина накормлены. Пилоты F-16 сегодня в очередной раз успешно отработали по рашистам. И так каждый день. Боевая работа продолжается. Горжусь нашими пилотами. Напомню, в России уже неоднократно за время войны появлялась информация об уничтожении F-16 силами РФ, однако эта информация не подтверждалась. Тем не менее, уже известно, что Украина таки потеряла свой F-16 в августе 2024 года. По данным Wall Street Journal, украинские силы противовоздушной обороны могли сбить собственный истребитель из-за отсутствия системы идентификации свой-чужой. Причиной авиакатастрофы, вероятно, был дружественный огонь из ЗРК «Патриот». Украина официально такую версию не подтверждала. Авторы издания сообщали, что администрация Байдена выключила для Украины ключевую технологию распознавания своих целей. Речь идет о тактической сети Link-16, которая позволяет отслеживать местонахождение всех самолетов, наземных подразделений и систем ПВО. Трамп играет в новую игру и решил помочь Украине закупить больше систем противовоздушной обороны. Об этом заявили в Белом доме. Так президент США отреагировал на просьбу Зеленского. Тот просто попросил о системах ПВО, а республиканец согласился работать с ним, чтобы увидеть, что доступно в частности в Европе, говорится в официальном сообщении Вашингтона. При этом Америка продолжит предоставлять Киеву разведданные для защиты. Украина также заявляет, что американские компании вместе с украинскими обсудили углубление партнерства по обновлению систем противовоздушной обороны Украины. Украинские и американские компании рассматривают возможность проведения ремонта некоторых систем ПВО, которые есть на вооружении ВСУ на территории Украины, что позволит быстрее начать использовать обновленное оружие. В ночь на 20 марта Украину били ударными дронами, заявлялось о сотнях БПЛА в небе. Над многими городами Украины работало ПВО. Известно о повреждениях. Зеленский готов к остановке боевых действий на линии фронта. Об этом говорится в его официальном заявлении по итогам переговоров с Трампом. Связь с Белым домом была накануне вечером. В Киеве говорят, что американский президент рассказал подробности его телефонных переговоров с Путиным. Одним из первых шагов к полному завершению войны может стать прекращение ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре. Я поддержал этот шаг, и Украина подтвердила, что мы готовы его реализовать. Наши команды обсудили этот шаг в Джидде. Американская сторона также предложила безусловное прекращение огня на линии фронта, и Украина также приняла это предложение. Зеленский говорит, что также доложил Трампу информацию о ситуации в Курской области, где бои продолжаются. В последние дни информации об обстановке там стало намного меньше. В фокусе внимания теперь Белгородская область и ситуация на границе, где между ВС РФ и ВСУ продолжаются боестолкновения. В то же время накануне о ситуации в российском приграничье говорил Путин.
повторю в этой связи, согласно законам Российской Федерации, все военнослужащие украинской армии, а тем более иностранные наемники, которые находились на нашей территории и совершили целый ряд преступлений против гражданского населения, должны квалифицироваться и квалифицируются нашим законом как террористы. В Белом доме тем временем после переговоров с Путиным и Зеленским заявили, что страны близки к миру как никогда. Трамп также обсудил вопрос электростанций и АЭС в Украине. Он отметил, что США могут помочь Украине в управлении ими. Интересно, что накануне этого телефонного звонка в прессе часто писали о дальнейшей судьбе Запорожской АЭС и о том, как быть с ней. Сейчас она находится под контролем РФ. Украина настаивает на том, что россияне должны вернуть эту станцию ей. Я просто хотела бы подчеркнуть, что мы никогда не были так близко к миру. И только благодаря президенту Трампу мы здесь. Сейчас мы сосредоточены на долгосрочном мирном соглашении. Как вы знаете, на этой сделке или на этой встрече между президентом Зеленским и президентом Трампом президент Украины в то время не говорил о более широком мирном соглашении. Сейчас мы находимся на том этапе, когда мы говорим об этом. Таким образом, мы вышли за рамки только соглашения об экономических минералах и смотрим на длительное прекращение огня. Сейчас мы находимся на частичном прекращении огня. Но опять же, президент отправляет свою высококвалифицированную, умную и опытную команду в Саудовскую Аравию в конце этой недели, чтобы продолжить борьбу за мир в этом конфликте. Итак, и Путин, и Зеленский заявили, что готовы остановить удары по энергетическим объектам двух стран. При этом западная пресса пишет, что детали такого частичного прекращения огня между Украиной и Россией остаются просто несогласованными. По данным Sky News, заявления сторон не говорят о том, что такое перемирие уже вступило в силу. Речь лишь идет о том, что и Киев, и Москва согласовали такой шаг. Но как его выполнять и так далее, эти вопросы еще не закрыты. Однако уже точно можно сказать, что одну договоренность Россия и Украина таки выполнили. Накануне состоялся масштабный обмен военнопленными по формуле 175/175. Военные уже вернулись к своим семьям. Как происходил этот обмен и что было после, запечатлели с двух сторон. Кадры того, как выглядят пленные, активно обсуждаются в сети с двух сторон. Опять же, судя по кадрам, обмен произошел, как и прежде, в населенном пункте Новая Гута. Это Беларусь. Отмечу, что в Европе сейчас активно обсуждают события, которые связаны с трехсторонними переговорами. И эти переговоры приветствуются. Президент Финляндии, которая имеет очень большую общую границу с РФ, заявил следующее. Сейчас совершенно ясно, что Украина хочет мира и прекращения огня. Финляндия хочет мира и прекращения огня. Европа хочет мира и прекращения огня. Соединенные Штаты хотят мира и прекращения огня. И теперь шайба в российской зоне. Знаете, мы не уверены, хотят ли они этого на самом деле. Как вам такие события? Делитесь своим мнением в комментариях. В Санкт-Петербурге избили пенсионерку, которая вышла на улицу с одиночным пикетом. Все произошло на Невском проспекте, когда женщина держала в руках красный флаг и плакат со стихотворением о референдуме о сохранении СССР. Вот что было написано. Путин бизнес ведет, наплевав на народ, развивает продажное дело. Референдум забыв жалкой СВО, заменив СССР в Раша-Пшик переделав. Вот такое оно жадных рук торжество, что в могилах заплакали деды, плетью массы смирив на фашистский манер распродажа советской победы. Мужчина избил пенсионерку, а потом распылил газовый баллончик в лицо тем, кто попытался защитить женщину. Полиция по вызову не приехала. В Узбекистане резко увеличилось количество ранних браков. За последние 2 года число подобных случаев выросло в 7 раз. Об этом заявила член парламента Гулнора Маруфова на пленарном заседании Сената. По ее данным, большинство ранних браков заключается против воли девочек, под давлением родителей или родственников. Она обратилась к представителю Комитета по делам семьи и женщин с вопросом о мерах, принимаемых для решения этой проблемы. Какие меры предлагают власти? Одна из инициатив – это ужесточение наказания за нарушение законодательства о брачном возрасте. Сейчас максимальный штраф за такие случаи составляет 30 базовых расчетных величин. Это около $870. Возможно, он будет увеличен. Исследования показывают, что в 70% случаев браки заключаются по воле родителей, в 26% по любви,
в 3,4% из-за беременности. Оставшиеся 1,5% связаны с религиозными убеждениями. Ранее международная правозащитная организация Equality Now включила Узбекистан в список стран с проблемой ранних браков. По их данным, в 2024 году 3,5% женщин вступили в брак до 18 лет. Официальный брачный возраст в Узбекистане – 18 лет. Есть исключения. Если девушка беременна или уже родила ребенка, брак могут разрешить за год до совершеннолетия. Подписчики из Узбекистана, видите ли вы в этом проблему? Напишите свое мнение в комментариях. Новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. Если хотите, чтобы это видео увидело больше людей, поставьте лайк. А если у вас есть возможность поддержать канал, в описании есть информация о том, как это сделать. До встречи!